Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный, очень яркий во всех отношениях муссовый малиновый торт. Торт состоит из 4 слоев: фисташкового штройзеля, малинового конфи, малинового крема и грейпфрутового мусса. Покрывается такой торт велюром, но если вы собираете его в кондитерском кольце или другой форме, то можно покрыть и зеркальной глазурью. Я буду готовить торт в силиконовой форме «Звезда Арены». Одна из подписчиц спрашивала меня про эту форму, и я заставила специально для нее рецепт. Ну, конечно же, этот тортик можно готовить и в обычном кондитерском кольце 18 сантиметров. Немного расскажу об этой форме. Кому не интересно, можно сразу переходить к приготовлению торта. Весь комплект состоит из нескольких частей. Невысокая и меньшая по объему формы для серединки торта. Основная, более глубокая и большая по объему форма. И к ней же идет пластиковая подставка. Собирается вот таким образом. Подставка-то нужна для того, чтобы форма торта не поплыла при приготовлении. Она создает жесткость. И также в этот комплект входит силиконовая форма, называемая мини-трюфели. Такую формочку можно купить отдельно, но здесь она идет в комплекте. А что вам нужно будет сделать самостоятельно, так это вот такой шаблон. Размер шаблона должен быть таким, чтобы он легко проходил в основную форму. Можно сделать его из бумаги, можно из картона. Я просто положила сверху лист пергамента, обрисовала вот эту форму и вырезала. А потом сделала вот такой же картонный шаблон. Использование формы я покажу в процессе. А теперь можно переходить непосредственно к приготовлению. Для приготовления малинового конфи мне необходимо 200 граммов малинового пюре, 2 столовые ложки 50 граммов сахара, 5 граммов желатина и 2 чайные ложки 10 граммов кукурузного крахмала. Малиновое пюре у меня в замороженном виде, но, конечно же, можно использовать и свежее. Для этого нужно измельчить блендером малину и протереть ее через сито. Протереть ее необходимо, так как косточки у малины все-таки очень жесткие. Для 200 граммов пюре понадобится примерно 270 граммов свежей малины. Крахмал очень желательно использовать кукурузный, но только если вы совсем не можете его купить, можно заменить картофельным. Вообще-то конфи готовится на основе пектина, но так как редко у кого дома есть пектин, поэтому его заменяют кукурузным крахмалом. Для малинового кремю мне необходимо 100 граммов малинового пюре. Это примерно 130 граммов свежей малины, измельченной блендером и протертой через сито. 2 желтка от яиц среднего размера. 5 граммов желатина, 40 граммов белого шоколада, либо в таблеточках, либо мелко порубленного. И 1 столовая ложка 25 граммов сахара. Для фисташкового штройзеля мне необходимо 30 граммов холодного сливочного масла, 30 граммов сахара, это столовая ложка с большим верхом, 25 граммов фисташек. Я брала обычные соленые. Фисташки можете заменить любыми орехами на свой вкус или можете взять готовую миндальную муку. И 40 граммов просеянной пшеничной муки. Это 2 столовые ложки с совсем небольшой горкой. Для приготовления мусса 150 граммов грейпфрутового сока. Для этого нужен 1 плод среднего размера. 200 мл жирных сливок для взбивания 33-35%. 2 белка, 12 граммов желатина, плюс 60 мл холодной воды, 2 порции сахара, 100 граммов 4 столовые ложки и 25 граммов 1 столовая ложка, 10 граммов или 2 чайные ложки кукурузного крахмала. Пока я занимаюсь другими составляющими, сливки беру в холодильник. Приготовление любого десерта я начинаю с замачивания всего нужного по рецептуре желатина. В данном случае это 5, 5 и 12 граммов. К 5 граммам я добавила по 25-30 мл воды, 12 граммов добавляю 50 мл холодной воды. Все размешиваю и оставляю набухать. Если в этот день весь желатин вам не понадобится, вы можете накрыть его крышкой или пищевой пленкой и убрать в холодильник. Смешиваю в сотейнике сахар, крахмал и малиновое пюре. Хорошо все размешиваю и перемещаюсь на плиту. При постоянном помешивании нагреваю пюре до кипения. При добавлении крахмала конфи становится мутным, но когда вы доведете его до кипения и прогреете, оно станет более прозрачным. Уменьшаю огонь до минимума и прогреваю еще минуту. После этого нагрев выключаю. В горячей массе добавьте набухший желатин и все хорошо перемешайте. Конфи готово. Если вы собираете торт в кондитерском кольце,
Тогда возьмите кольцо меньшего диаметра, 16 см, обтяните его сверху пищевой пленкой, поставьте на ровную поверхность и вылейте туда немного остывшей конфи. Я же беру из комплекта форму мини-трюфели, заполняю 4 ячейки малиновым конфи. Удобнее, конечно, это сделать с помощью кондитерского мешка, но можно и ложкой. Убираю форму в морозильник. Оставшиеся конфи я аккуратно выливаю в меньшую по высоте и объему форму. Форму лучше поставить сразу на доску. Посучите формой об стол, чтобы масса равномерно распределилась. Эту форму также убираю в морозильник. В колбу или высокий стакан высыпаю белый шоколад и набухший желатин. Прямо в сотейнике взбиваю желтки вместе с сахаром в светлую пышную пену. Вот до такого состояния. Добавляю к желткам малиновое пюре и все перемешиваю. И перемещаюсь на плиту. При очень интенсивном помешивании на минимальном нагреве прогреваю массу до легкого загустения. Температура массы не должна превышать 82 градуса, иначе желтки свернутся. Если боитесь перегреть, можно это делать на водяной бане или иногда приподнимать сотейник с плиты. Вот 80 градусов, такая консистенция массы. Немного густая и пышная. Горячей массой заливаю шоколад с желатином. И даю шоколаду немного согреться. И через минуту всю массу пробиваю блендером. Кремю готов. Теперь нужно дать остыть ему до комнатной температуры. Я достаю из морозильника форму или кондитерское кольцо. Если кольцо, то просто выливаете всю кремю сверху на малиновое конфи. А если делаете в такой же форме, то часть кремю выливаете на конфи, а частью заполняете ячейки мини-трюфелей. Я заполнила 4 ячейки. Обе формы я затяну пищевой пленкой и уберу в морозильник до полного застывания. Орехи нужно размолоть с помощью блендера или любым другим удобным для вас способом. Выкладываю перемолотые орехи. Их лучше размолоть мелко. Может быть, не в муку, но в мелкую крошку. Сюда же добавляю сахар и просеянную пшеничную муку. Все вместе перемешиваю. Холодное масло мелко порублю ножом. Можно его потереть и на крупной терке. И выкладываю к остальным продуктам. Теперь все перетираю. И полученную крошку нужно слепить в ком. Теперь на пекарской бумаге нужно сформировать основу по шаблону. Если вы готовите в кондитерском кольце, тогда просто делаете круг диаметром 16 см. Можете делать его сразу в кольце. Обрезанные остатки можно сложить здесь же, чтобы было меньше отходов. Тесто мягкое, можно подправить его руками, подогнав под шаблон. Шаблон готов. Накрою его пищевой пленкой и на полчаса уберу в морозильник. Перед тем, как доставать и выпекать шаблон, разогрейте духовку до 180 градусов. Через полчаса достаю основание из морозильника, укладываю его на противень, снимаю сверху пленку и отправляю основание в духовку примерно на 10 минут. Если во время выпекания вы увидите, что тесто начинает сдуваться, просто откройте духовку и прокалите его вилкой. Штройзель готов. Аккуратно сниму его с противня. Еще раз сверю с шаблоном. При выпечке тесто немножко разошлось, и мне нужно обрезать излишки. Если вы делаете в кольце, ничего этого, конечно, делать не нужно. Дам готовому основанию остыть и уберу его в морозильник. Конечно, его можно и не морозить, но торт все равно будет замораживаться целиком, а песочное основание очень хрупкое. И если вы его не заморозите, то когда будете погружать его в мусс, оно может сломаться. Сначала нужно выдавить грейпфрутовый сок. И с помощью весов или мерного стакана отделить 150 граммов. Смешиваю в сотейнике столовую ложку сахара и кукурузный крахмал. Сюда же понемногу вливаю грейпфрутовый сок, размешивая все до однородности. На среднем нагреве и при непрерывном помешивании довожу все до кипения. После кипения уменьшаю нагрев до минимума и провариваю полминуты-минуту. В горячий грейпфрутовый кисель ввожу набухший желатин и все хорошо перемешиваю. И теперь заварной основе нужно дать остыть до комнатной температуры. Можно накрыть ее пищевой пленкой в контакт с поверхностью, можно остужать естественным путем, изредка помешивая. Теперь нужно приготовить итальянскую меренгу. Для этого в сотейник высыпаю 4 столовые ложки сахара и добавляю к нему 2 столовые ложки воды. Размешиваю и ставлю на плиту. При небольшом нагреве добиваюсь полного растворения сахара. Важно, чтобы к моменту закипания сиропа весь сахар в нем растворился. Когда сахар растворился и сироп начал закипать, смойте оставшиеся кристаллики сахара со стенок
с помощью кисточки. Это нужно сделать для того, чтобы сироп не кристаллизовался. И теперь сироп нам нужно довести до температуры 117-118 градусов. При среднем кипении это занимает примерно 7 минут. А за это время мы успеем взбить белки. Добавляем к ним щепотку соли и взбиваем сначала на малых оборотах, потом на больших, до устойчивых пиков. Важно, чтобы к моменту, когда был готов сироп, белки были взбиты. И теперь тонкой струйкой, не прекращая взбивания, мы вводим сироп в белки. И взбиваем массу до того момента, когда она станет очень густой и пока не станет комнатной температуры. Старайтесь не попадать на лопасти венчика, чтобы сироп на них не застыл. Вот так выглядит готовая меренга. Масса очень-очень густая, она даже накручивается на лопасти венчика. Вот посмотрите. Теперь на минимальных оборотах миксера введу сюда остывшую заварную основу. Если ваш миксер не дает минимальные обороты, лучше перемешать это все лопаткой. А теперь нужно взбить охлажденные сливки до пышного состояния. Никакой устойчивой массы не нужно. Также сначала на малых оборотах, потом на больших. Вот такого состояния будет достаточно. И теперь нужно смешать все вместе. Важно, чтобы температура белковой части не превышала 30 градусов, иначе сливки могут осечься. Все аккуратно перемешиваю лопаткой. Нежный грейпфрутовый мусс готов. И теперь можно собирать торт. Достаю замороженную серединку из морозильника и замороженную фисташковую основу. Беру основную форму, ставлю ее на пластиковую подставку. Если вы собираете торт в кольце, то вы берете кольцо диаметром 18 см, обтягиваете его с одной стороны пищевой пленкой и этой же стороной ставите на какую-либо ровную поверхность – тарелку либо доску. Заполняю форму муссом примерно наполовину. Так как форма фигурная, нужно очень тщательно заполнить все углубления. Можно делать это с помощью кондитерского мешка. Если вы, как и я, кондитерский мешок не используете, пройдитесь по углублению обратной стороной вилки, чтобы в нем не осталось пустот. Теперь я достаю замороженную серединку из формы и опускаю ее в основную форму. Выкладываю оставшийся мусс. И вот теперь сверху укладываю замороженное основание и слегка его притапливаю. Ну, в общем, все как обычно, как в кольце. Лишний мусс собираю лопаткой. И на этом все. Закрываю форму пищевой пленкой и убираю в морозильник до полного замораживания. Покрывать торт я буду велюром, то есть смесью какао-масла и шоколада. У меня здесь 50 граммов какао-масла и 50 граммов белого шоколада. Если вы делаете торт в кольце, его можно также покрыть и зеркальной глазурью. Но у меня форма сложная, и поэтому легче покрыть его велюром. В специализированных кондитерских магазинах можно купить уже готовый велюр в баллонах. Правда, он будет какого-то определенного цвета. Баллона, как правило, хватает на 6-7 тортов, в зависимости от размера. Но если вы делаете это часто, и если вам нравится такой способ покрытия, то лучше приобрести электрический или пневматический краскопульт. Так как я буду пользоваться краскопультом, мне нужно сделать смесь из какао-масла и шоколада. И также мне нужен будет какой-либо пищевой краситель. Любой, в порошке или гелевый. Одно условие – краситель должен быть жирорастворимый. Так как температура плавления масла какао значительно выше, чем температура плавления шоколада, растапливать их нужно отдельно. Это можно сделать в микроволновой печи, либо на водяной бане. Можно поступить таким образом, еще более простым. Просто залить рубленый белый шоколад растопленным какао-маслом. Немного подождать и все перемешать. Теперь добавляю краситель. Количество красителя зависит от насыщенности цвета, который вы хотите получить. Оптимальная температура велюра для покрытия практически такая же, как у зеркальной глазури. Диапазон от 30 до 35 градусов. Смесь я переливаю в колбу краскопульта. И теперь можно собрать весь агрегат и покрывать торт. Дело это не очень чистое и аккуратное, поэтому лучше иметь какую-то либо глубокую коробку, либо вот такие две коробки, составленные вместе, как у меня. Некоторые предпочитают делать это в ванной, чтобы было сразу проще все мыть после покрытия торта. Когда все готово, достаем из морозильника торт. Сначала нужно убрать пластиковую подставку, а теперь снимаем саму форму. И аккуратно ставим торт на подставку. И теперь торт можно покрывать.
Осталось переместить покрытый торт на сервировочную тарелку и украсить дальше. У меня осталось немного мусса, переложенного в кондитерский пакет. Я выдавлю его сверху. Теперь достаю мини-трюфели, извлекаю их из формы и укладываю сверху. Бордюр сделала из кокосовой стружки. Осталось разморозить торт. Торт такой формы, я думаю, разморозится часа за 3 в холодильнике, потому что он довольно узкий. Если вы делали торт в кольце, то, как я уже неоднократно говорила, на разморозку уйдет 5-6 часов в холодильнике. Ну вот посмотрите, какой нарядный и очень вкусный муссовый малиновый торт в форме звезда арены у меня получился. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам успехов в ваших творческих начинаниях. Благодарю вас за просмотр. Если рецепт понравился, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, комментируйте и подписывайтесь на наш канал. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Кухонные фишки.